Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой ажурный узор, который в исполнении очень-очень прост. По сути, нужно запомнить только один ряд его исполнения, но выглядит очень эффектно и идеально подходит для очень многих летних проектов. Красиво смотрится как платье, так и в топе, футболке, юбке и многих других вещах. Изумительно будет выглядеть этот ажур в пушистой пряже, в палантине, шарфике или шале. Вот так выглядит его лицевая сторона. Если вязать от горловины, узор выглядит практически идентично вот таким образом. Его изнаночная сторона вот такая. Немножечко есть шероховатости на ощупь, но если пряжа приятная, это не будет мешать телу и раздражать. Для исполнения этого узора подойдет практически любая гладкая пряжа, начиная от хлопка, бамбука, шелка, даже мериноса. Также и пушистые виды пряжи, такие как ангора, мохер, кид-мохер очень красиво будет смотреться, паутинка та же самая. Очень много изделий можно связать вот с таким простым узором. По спицам хочу сказать, что я бы рекомендовала выбирать спицы максимальные, которые рекомендует производитель, или же чуть толще. Вот этот образец я вязала из хлопковой пряжи. Толщина ее 250 метров в 100 граммах. И спицы у меня были номер 4,5. Образец, который буду вязать вместе с вами, я буду провязывать из пряжи 350 метров в 100 граммах. И спицы у меня будут номер 4. Давайте рассмотрим схему. Как видите, все здесь очень просто и понятно. Используются очень простые приемы вязания, такие как убавление по 2 петли вместе с наклоном влево и вправо, 3 вместе, накиды, лицевые и изнаночные петли. Раппорт данного узора составляет 16 петель в ширину и 12 рядов в высоту. Для провязывания образца в один раппорт я набрала 18 петель, то есть 16 это петли узора и 2 кромочные. Если же вы вяжете по кругу, вы набираете просто количество петель, кратное 16, кромочные, соответственно, вам не нужны. Первый ряд. Кромочная, 1 лицевая, накид, лицевая, накид и еще 1 лицевая и накид. 2 вместе с наклоном влево 2 раза. Вот таким образом. Смотрите, чтобы петельки были у вас не перекрещенными. Когда наклон идет влево, вторая долька должна смотреть на вас. Далее 3 вместе со второй центральной петелькой. Для этого я перемещаю 2 первые петли на правую спицу, за работой поднимаю первую петлю, а перед работой вторую. И вот таким образом меняю их местами. Провязываю далее все 3 вместе одной лицевой. Далее дважды идет 2 вместе с наклоном вправо. Я меняю расположение петель так, чтобы первая долька смотрела на меня. Вот таким образом петли должны быть расположены. И провязываю их вместе одной лицевой. Далее идет накид, лицевая, накид, лицевая, накид. И петля симметрии, кромочная петля.
Я закончила провязывать первый ряд узора. При поворотном вязании все четные ряды провязываются изнаночной петлей, накиды также изнаночной. При вязании по кругу все петли и накид соответственно провязываются лицевыми петлями. Третий ряд. Кромочная, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. 2 вместе с наклоном влево 2 раза. 3 вместе лицевой со второй центральной петелькой. Вот таким образом провязываю я. Далее 2 раза. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Следите за тем, чтобы петли не были скрещенными. Второй раз провязала. Далее идет накид, лицевая, накид, лицевая, накид. Я закончила провязывать раппорт узора. Ряд заканчиваю 1 петлей симметрии и кромочной. 5 ряд. Кромочная, лицевая, накид, лицевая, накид и еще раз лицевая, накид. 2 раза, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Вот таким образом. И 2 раза, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Первый раз и еще раз провязываю. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее накид, лицевая, лицевая, накид. Здесь получается у нас 6 накидов между лицевыми, но я провязываю один только раппорт узора, поэтому на накиде я его заканчиваю. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 7 ряд. Узор расположен в шахматном порядке, поэтому вторая половина раппорта будет провязываться точно так же, как и первая, только со смещением по ширине в пол раппорта. И вяжется она следующим образом. Кромочная. Далее по схеме у вас идет 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Но в начале и в конце ряда, так как нет соответствующего накида, эти петли провязываются как 2 вместе. В начале ряда с наклоном вправо, в конце ряда с наклоном влево. Итак, начинаю ряд с того, что 3 раза провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1, 2 и еще 1 раз. 3 раза я провязала. Далее идет накид, лицевая, накид. Итак, 6 накидов через лицевую. Вот я 2 накида провязала, лицевая, 3 накид, 4 накид, 5, 6. Дальше 2 вместе лицевой с наклоном влево. И еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее вы вяжете 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Но я заканчиваю ряд, поэтому ряд заканчиваю 2 вместе лицевой с наклоном влево и кромочная. 9 ряд. Кромочная. Как и предыдущий, я начинаю ряд не 3, а 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее по схеме 2 раза провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом. Далее у меня идет 6 накидов через лицевую. Накид, лицевая, накид,
лицевая, третий накид, четвертый, пятый, шестой накид. Далее пошли 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 раза. Следующие провязываются 3 петли вместе. Я же заканчиваю ряд, поэтому провязываю 2 вместе с наклоном влево и кромочная. 11-й, последний лицевой ряд данного узора. 1 кромочная. В начале ряда не 3, а 2 вместе. Лицевой с наклоном вправо. Далее по схеме вяжу 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая и еще 3 накида. 1, 2, 3. Далее вяжу 2 вместе лицевой с наклоном влево. Второй раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее провязываются 3 вместе лицевой со второй центральной петли. Я же заканчиваю ряд, поэтому провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево и кромочной заканчиваю ряд. Вот я провязала 1 раппорт данного узора. Вот так он выглядит. Чтобы была цельная картина, нужно провязать хотя бы 2 раппорта в ширину и 2 в высоту. Но результат вы видите по большому образцу, а все элементы вязания, чтобы показать, достаточно маленького. И вот такой очень простой, но эффектный узор у меня получился. Надеюсь, он вам тоже понравился, и вы найдете ему применение в вязании своих красивых и интересных изделий. Всем легких петелек и до встречи на канале!